Доброй ночи, друзья. Сегодня с вами хочу поговорить о такой теме, как стрессы, переживания, крахи в жизни и так далее, и так далее. Итак, каждый человек, который чего-то добился в этом мире, который стал известен, который известен как кинорежиссер, как писатель, как бизнесмен, как политик, неважно как кто, вот каждый из этих людей в своей жизни несколько раз практически разорялся до нуля просто. Терял все и начинал подниматься заново с нуля, строить свой бизнес или свою карьеру. Ни один человек, который монотонно зарабатывал, откладывал и собирал что-либо, не добился каких-то больших успехов, не сделал большие деньги и так далее. Вот добивались успеха и поднимались по жизни люди, которые ни раз, ни два, ни три падали и поднимались. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш организм, наше подсознание имеет большой потенциал. Когда приходит в нашу жизнь стресс, такое понимание, как стресс, депрессия, стресс, там что-либо такого из этого всего, то наш организм, наша душа, наша сущность собирает все свои силы воедино, весь свой потенциал. И тогда начинается очень лихорадочное поднятие вверх, выкарабкивание просто наверх. Когда все наши силы концентрируются, и наш мозг начинает давать нам ответы на вопросы очень молниеносно, несколько вариантов, как нам найти то-то, как заработать там-то, сделать это, как успеть довершить это дело, где, куда позвонить, кого попросить, кому объяснить и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, стрессы для человека, они полезны. Если он хочет стать личностью, он должен пройти через стрессы, через тряски, через травли, через многое-многое другое для того, чтобы формироваться как личность. Поскольку именно во время стресса мы понимаем, чего мы стоим. Вот что мы из себя представляем, какую боль мы можем вынести, какую силу в нас может собираться, какая сила, и какую силу мы можем в себе концентрировать и вылезти из состояния боли и стресса и снова начать подниматься по жизни. То есть стресс, с одной стороны, он очень даже полезен. Вот смотрите на поколение военных лет. В голоде, в холоде, в недоедании, в ужасах войны, потеряв многих друзей, родителей, близких и так далее, эти люди в любом случае доживали до чуть ли не 100 лет, да, 95-100 лет, очень крепкие, очень сильные физиологически и умственно нормальные до конца своих дней люди. Доказано, что во время войн меньше всего душевно больных. Вообще душевных больниц там, богоделин и так далее вообще не было во время войн. Поскольку морально, физическое человечество оздоравливалось для того, чтобы противостоять вот этому натиску, этому огромному стрессу, не пропасть, а сохранить свой вид, сохранить свое потомство. Для этого концентрировалась вся сила человека, вся сила нации в одно единое. И именно поэтому не бойтесь стрессов. Конечно, не ищите стрессы. Это очень нехорошо для организма, это потрясение большое. Но когда они приходят, не бойтесь. Не бойтесь, когда у вас теряется какая-то сумма, то есть уходит на неопределенно куда-то, когда непредвиденные расходы, когда большие какие-то неудачи друг за другом приходят. Потом вы сможете подняться, насколько быстро вы отпустите эту мысль, насколько быстро вы перестанете плакать о потерянных возможностях и деньгах, и сконцентрируйте все свое внимание на том, чтобы это преодолеть, настолько быстро это все к вам вернется в 3-4 раза больше. Иногда Вселенная, иногда вот эта сила потусторонняя берет с нас откуп для того, чтобы потом нам дать нечто большее. Если вы потеряли большую сумму денег, значит, вы заплатили за жизнь родного человека. Значит, где-то за что-то вы отдали большой откуп для того, чтобы это что-то миновало вашу судьбу, вашу семью, ваших родных и близких.
Поэтому мой вам совет. Стрессы переносите спокойно, зная, что стресс, как и радость, не вечный. Вот как они приходят, так и уходят. И просто концентрируйте все свое внимание не на том, что вы потеряли и что с вами будет и так далее. У всех людей есть проблемы. Непроблемных людей не существует на самом деле. Есть люди, которые могут обсудить вашу жизнь, а у них в жизни еще хуже и хлеще. Просто они пытаются тем самым возвыситься за счет вас, то есть себя утешая, что у них еще все хорошо, а у них может быть очень даже нехорошо. Вот. Не считайте, что только у вас бывают проблемы и трудности, и у некоторых людей и похлеще бывают трудности, да, и пострашнее. Вот. Но пока человек живой, есть выход из ситуации. И стресс иногда открывает потенциал. Иногда человек в самый безысходный момент берет и делает какой-то безумный поступок, открывает какое-то безумное предприятие, которое потом становится фирмой, компанией, и в последующем его поколении, его детей, внуков и правнуков просто становится одним из самых богатых людей мира. И именно потому, что их прапрадед какой-то момент стресса и отчаяния взял и последние деньги вложил и сделал что-то такое, какой-то рывок. Иногда эти стрессы специально даны нам для того, чтобы мы из своей монотонной жизни сделали более яркую, более идущую вперед жизнь, более интересную и жизнь, которая нам, нашим потомкам, в последующем даст больше намного, чем постоянно монотонная жизнь. И кроме того, согласитесь, что когда у человека стресс, он думает, он переживает, он находит ответы на вопросы, новые решения и так далее, у него мозг работает намного лучше. А когда у человека монотонная, однообразная жизнь, то его мозг начинает постепенно тупеть и, как бы, знаете, не приспособлен к жизни. Человек на стрессах, он более приспособленный к жизни, находит из любого тупика выход, чем человек, который был рожден в такой обеспеченной семье, который создал самообеспеченную семью, и у которого не было проблемы и трудностей и так далее. Этот человек в ту минуту, когда лишается опоры, когда лишается родителей, когда лишается там тех близких, которые его подпитывали, помогали, он вполне может потеряться по жизни, все потерять, все пропить, все продать, все отдать и остаться ни с чем. Точно так же. То есть, чем раньше стрессы начинаются в вашей жизни, тем больше гарантий, что к более зрелому возрасту вы будете очень устойчивый, сильный, человек целеустремленный, знающий, чего он хочет и как этого добиться. Всего вам доброго.